Друзья, всем привет! Не так давно вышла HyperOS 3, появились, конечно же, стоковые обновления, которые успешно были вытащены из той прошивки. Ну и, соответственно, у многих сразу возникает вопрос, а что же можно прикрутить на HyperOS 2 Global уже сегодня, ну чтобы получить хоть какие-то примерные фишки из новой HyperOS 3. Ну и, соответственно, в этом видеоролике я вам это все и продемонстрирую. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. У вас подопытным может выступать любой актуальный смартфон Xiaomi Redmi Poco, на который подходит, условно говоря, приложение там часы, галерея, редактор галереи, ну и тому подобное. Разница лишь только будет в том, что системная оболочка и Poco Launcher будут, соответственно, отличаться. Получается, у меня сегодня подопытным выступает Xiaomi 15. На HyperOS 2 Global, ну или же на HyperOS 2.2 есть определенные проблемы с анимациями у этого устройства. С одной стороны, в принципе, это все открывается более-менее неплохо, но с другой стороны возникают иногда такие моменты и подбешивания того, что не сразу оно может выходить и закрываться. Потому на помощь нам приходит новое обновление системной оболочки из HyperOS 3. Кстати говоря, на большинство актуальных смартфонов это обновление на удивление установилось. И я вам демонстрирую, что версия у нас уже 6.0.1. И получается эта версия у нас от 28 августа. То есть самая-самая актуальная. Но будет какой сразу момент, и в комментарии можете сразу мне не писать, что вы там не услышали, вы не прочитали или же еще что-то. Как только вы поставили себе эту системную оболочку на свое устройство, вам необходимо сразу же перезапустить аппарат, потому что сразу после установки отваливаются жесты, и как только вы перезапускаете устройство, все у вас нормализуется. Что теперь касательно анимации? Вообще в целом я остался доволен, я вообще в принципе не ожидал, что на глобальной прошивке получится извлечь, по крайней мере, анимация, вот как вы можете заметить, когда я открываю разделы, очень мягко все происходит. И все то же самое и по шторке можно заметить, и все то же самое можно на рабочем столе заметить. Это очень классно теперь стало выглядеть, размытие куда лучше стало отрабатывать, и в целом у меня ощущение от взаимодействия с аппаратом улучшилось. То есть я не могу сказать, что это какой-то унылый лагающий кусок, вы поняли чего, и новое обновление действительно улучшает работу анимации. Также, возможно, вас еще заинтересует, что есть по настройкам у нас в целом. Из самого такого, что сразу кидается в глаза, это проявление раздела «Дважды коснитесь пустого места» на рабочем столе, чтобы заблокировать его. Вы мне можете сейчас в комментариях написать, это уже было, это уже давнишняя фишка, вы можете откатить это обновление, и вы увидите, что этого раздела в рабочем столе не будет. Да, на некоторых аппаратах эта история может находиться в разделе «Блокировка экрана», но вот на сегодняшний же день разработчики это все перенесли сюда. Все так же у нас остаются разделы, как жест вверх по рабочему столу, жест вниз по рабочему столу, в данном случае давайте поставим поиск приложений. Скорость анимации медленно сбалансирована и быстро, и даже мне, кстати говоря, кажется, что немножко и эти такие вот пункты подизменили. Далее, что еще из интересного? Сетка рабочего стола. Многие ждут, что разработчики вернут сетку 5/6, но, к сожалению, этого у нас не произошло. И еще есть какой интересный момент, что в HyperOS 3, когда я делал обзор, я показывал, что там есть только 2 вариации сетки. В глобальной же прошивке вы можете заметить, что 3 вариации сетки, и это очень хорошо. И дальше многих также интересовал вопрос, что там по расположению объектов в недавних. Когда же добавят стиль iOS? Но, как вы видите, он, к сожалению, не добавляется. Но мы с вами идем далее. Следующее приложение, которое мы затронем, это будет галерея. И тут теперь важный момент, что галерея будет на английском языке. Ну и плюс сюда же к галерее мы с вами еще и отнесем редактор медиа. Что тут вообще в целом у нас из интересного будет проявляться? Во-первых, когда мы делаем с вами вот такой свайп, мы с вами наблюдаем следующую картину. Что у нас проявляются такие разделы, как люди, альбомы, воспоминания, там все возможные путешествия, грубо говоря. Далее разделы под названием креативность, в которые у нас улетают все возможные видеоредакторы, AI-фильмы, клипы, рисование, и тому подобное. Ну и плюс также напоминаю вам, что если вы наблюдаете на своем аппарате, что очень много там кэша или же в раздел другое очень сильно забит, иногда заходите в раздел недавно удаленное, потому что тут скапливается много фотографий, которые будут удаляться лишь раз в 30 дней.
Но мы с вами идем дальше по вот возможностям, которые можем выполнять на примере фотографий. К примеру, вы поставили новую галерею, поставили новый редактор медиа, нажимаете на Edit, то есть редактировать, и дальше вы получаете в принципе переработанный редактор мультимедиа. Если же вы думаете, что вот это уже когда-то было, но опять же на глобалку это ставилось очень большими костылями раньше, то сейчас вы можете просто прямым обновлением APK файлом поставить всю эту историю. Дальше вверху у нас есть 3 точки, в которых мы с вами наблюдаем следующие опции. Первый пункт — это у нас вид вообще в принципе того, как у нас интерфейс будет отображаться, либо же в темном варианте, либо же в светлом варианте. Далее, здесь у нас с вами такая навигация будет больше происходить, то есть можем выбирать либо текстовая навигация, либо же с помощью ярлыков, тоже в целом удобно. Дальше, разрешение фотографий также сюда у нас вверх переехало, и наш менеджмент плагинами, которые мы можем с вами загружать. В зависимости от смартфона эти плагины будут отличаться. Что по вообще в принципе новому редактору? Очень много чего тут переделали, и Ultra HD сюда перенесли, AI Beauty появляется, всевозможные там яркости, уровни и прочее мы тут с вами можем наблюдать. Куда лучше стала работа с кропом фотографий, то есть можете тут с ними играться всевозможными такими телодвижениями. Далее, watermark. Кстати говоря, разработчики эту историю у нас обновляют. Если раньше мы были ограничены там всего лишь одной рамкой, как бы, не всем это нравилось, скажем так, то на сегодняшний день разработчики добавляют куда больше вариаций, которые позволят вам, скажем так, разнообразить ваши фотки. Плюс, если вы занимаетесь монтажом видеороликов на смартфоне, то для вас также улучшили и редактор видео. В общем, разработчики в плане галереи и в плане фотографий и редактирования очень большие молодцы. Но мы с вами двигаем дальше. Что еще разработчики обновляют, это и приложение камера. Сразу хочу оговориться, что не на все аппараты данная версия пойдет. Вот в частности, что я такого видел, Poco F6 Pro поддерживает, Poco F6 поддерживает, вот Xiaomi 15 поддерживает. Если не ошибаюсь, Xiaomi 14T и 14 Pro, в общем, тут нужно ставить. Если же вам обновление не подошло, выбивает ошибка, в самой же карточке приложения здесь внизу написано «Удалить обновление». Вы его сносите и в целом и все. Вообще разработчики обещали, что в HyperOS 3 они обновят камеру до версии 7, и что там вообще в принципе все понимание наше поменяется о приложении камера. Но, к сожалению, это не произошло, возможно в будущем они это сделают. И на сегодняшний день в принципе из приложения камера я могу отметить лишь только следующее, что они поменяли непосредственно водяной знак. То есть они подобавляли кучу всяких стилей, но есть какой интересный нюанс, что когда вы устанавливаете этот водяной знак, делаете фотографию, оно в миниатюре показывает, что водяной знак поставился, но дальше он пропадает. Вот такой с небольшой багой. Но в целом хочу сказать, что с обновленным приложением камера фотки стали получаться еще лучше. Что еще интересного можно накатить, это редактор активного экрана, или же редактор экрана блокировки. Но тут есть какой интересный момент, что как только вы это все добро ставите, вы получаете, вот такой интересный нюансик, то есть черный экран, и вы его применить не сможете. Если же вы, допустим, перейдете на какой-нибудь готовый стиль, вот, допустим, там люди, или же нажмем сюда настроить, то мы с вами видим, во-первых, обновленное меню редактирования. Здесь эффекты они переставили немного, и выглядит оно теперь иначе. Глубину мы можем с вами выставлять. Также есть еще интересный момент, что на наших готовых стилях, которые предустановлены в HyperOS 2, мы можем с вами редактировать и стиль часов. Вот в частности у нас добавляются классические стили, которые реализованы в HyperOS 3. Выглядит оно весьма так интересно и чем-то подходит под iOS. Но компания Xiaomi, как вы понимаете, сделали и решили обыграть это на свой лад. Но если мы с вами выставляем эти часы вот следующим образом, да, они видны нам с вами, да, мы можем тут и повыставлять и там всевозможные другие цвета, там белое, еще какое-то, и как только мы применяем, к сожалению, у нас ничего не проявляется. Да, есть такой моментик и нюансик, видимо, разработчики это предугадали, чтобы на HyperOS 2 мы не смогли активировать то, что они, как бы-то добавят. Также одно еще из интересных нововведений, опять же, возможно, я раньше этого не замечал, но теперь стало доступно масштабирование фотографий в этом редакторе. Хотя, опять же, как я сказал изначально, что, возможно, оно и было, я лично на это не обращал внимания, но вот как бы тут что есть, то есть. В общем, в любом случае, история весьма интересная, но пока что кривовато работает. Также еще разработчики обновляют и другие стоковые приложения, такие как, в частности, приложение заметки. У нас версия становится 2.0.1.1,
1, но уже есть и версия 1.2. Тут в целом у нас меняются лишь только в принципе циферки по самому функционалу. Если мы нажимаем вот сюда и выбираем искусственный интеллект, в принципе все те же самые подсказки у нас присутствуют, и работает оно корректно и полноценно. Если мы зайдем с вами в настройки, то тут в целом мы с вами ничего интересного не получаем, а тут все остается у нас по-старому. Плюс еще можно поставить на свое устройство и новое приложение калькулятор, часы и безопасность, но там также, к сожалению, новый функционал пока что нам не откроется и не предвидится. Приложение календарь также мы попытались поставить, но, к сожалению, он у нас не установился. Видимо, идет какой-то конфликт между пакетами. Плюс еще можно поставить приложение погода, но также многие писали, говорили, что потом возникают проблемы с тем, что что-то не открывается и что-то там не проявляется. Ну, в общем, все те приложухи, которые можно на сегодняшний день поставить и которые я вам показал в этом видеоролике, будут вас ожидать в описании под этим видеороликом. Переходите, качайте и прокачивайте свой Xiaomi. Ну а мы с вами будем дальше дожидаться, когда же разработчики нам выпустят HyperOS 3 на глобальный рынок. Ходят слухи, что это может произойти уже в сентябре или же в начале октября. Все будет зависеть от того, какие презентации мероприятия у компании запланированы. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.